Всем привет! Привет, девочки, привет, мальчики, все, кто вяжет со мной. Я хочу с вами сегодня связать вот такое милое создание. Котенок Гав называется он. Эту схему я получила в просьбу от одной немки. Она ее где-то на инстаграме нашла, на одной страничке. У одного автора, Оксана. И страничка у нее идет под именем Love Toys for You. Она мне написала, могу ли я спросить у этого автора про вот эту вот кошечку. Конечно, она мне тоже очень сильно понравилась, и я решила ей написать. Вот. Оксана мне дала добро на это с указанием автора. И вот поэтому я хотела сказать, во-первых, большое спасибо Оксане за этот мастер-класс. Я на немецком уже сделала. Кошка просто шикарная получилась. Пропорции, все подходит друг другу. Мне очень понравилось. И хотела попросить всех тех, кому, например, вот нравятся такие игрушки, да, может быть, пытаются что-то связать, но если не всегда оно получается, но охота иметь это чудо. Девочки, я под видео напишу ссылочку этого автора. Это молодая мама, которая тоже вяжет эти игрушки и продает, чтобы немножко улучшить свое материальное состояние. Мне кажется, это все так делают, абсолютно все пытаются где-то что-то и как. Вот, и поэтому, если у вас не получается, я под видео поставлю в инфобокс ее линк на Инстаграм. Можете написать ей в личку. Она вяжет такое, продает недорого. И очень красивые работы, очень шикарные. Вот. А те, кто может, просто берем крючок и начинаем вязать это чудо. Так, что-то я еще хотела сказать до этого. Сейчас у меня прямо из головы вылетело. Да, и вот поэтому тут мне в комментариях на немецком видео оставили сообщение, что почему я делаю в первую очередь на немецком, а не на русском. Я делаю всегда и на русском, и на немецком, но в основном я беру, так как мне легче, так как это мой родной язык, и мне охота всегда в первую очередь сделать на русском. И в этот раз, так как просьба была от немки, и, ну, конечно, было бы не очень приятно для немчиков, да, которая ждала этот мастер-класс, я выставляю его первым на русском. Поэтому я уже тут сама смотрю, какое мне видео сделать первым на русском или на немецком, и в основном я стараюсь это чередовать. В основном бедные немчики мои не около 2 недель ждут этого видео, когда я на русском выставлю, а потом уже их очередь дойдет. Поэтому в этот раз я решила сделать наоборот. Но пауза, девочки, правда, 1 день. Сегодня даже суббота, у меня столько времени что-то сделать, куда-то выйти, а я села вот и для вас сейчас буду вязать это чудо. Вот так что я стараюсь никого не обижать. Итак, вот это вот чудесное создание сделала мастер-класс, ее зовут Оксана, фамилия не стояла, но на этой страничке, я еще напишу, вы можете ее найти. Использовать я буду для этой кошечки геленки, суставчики, да, суставчики для ног, для рук и для головы. Кошка вяжется снизу наверх, и поэтому те, у кого нету вот этих суставов, я вам тут же объясню, где вам нужно будет ввязывать эти ручки и ножки. Вот, все это вам покажу. Голову тогда вам придется пришивать, потому что я хочу садить ее на сустав. Тогда голова, все абсолютно, ручки, ножки крутятся. Вообще, подождите, девочки, у меня же один котенок лежит уже готов. Сейчас я вам принесу, покажу. Вот, смотрите, котенок, в принципе, получился небольшой. Он получается в таким же размером, как вот этот зайчик, что я делала, как вот популярный такой у меня, в юбочке маленькие. Может быть, чуть-чуть больше. Голова у нее крутится, ручки, ножки, все полностью шевелится из-за этих вот суставчиков. Хвост я ввязывала. По схеме у Оксаны полностью все пришивается, да. Где-то она использовала, по-моему, то ли в ножках, то ли где она тоже использовала суставчики. Надо посмотреть в схеме. Вот. Уши я пришивала. Хвост ввязывала. Ручки, возможно, тоже ввязать или сделать на суставах. Я буду делать на суставах. Вот. Что еще? Цвет в этот раз я буду брать другой. Я хотела немножко контрастно взять, чтобы были две разные кошечки. А при этой схеме я использовала и носик. Все под один цвет. Мне кажется, она все красиво так сочетается. Мне в профиле, если посмотреть, мне очень понравилась эта схема. Если честно сказать, мне казалось, что он будет чуть-чуть больше, но я сама по себе вяжу очень туго, и поэтому у меня все игрушки немножко меньше, чем у других. На этого
котика у меня ушел только один клубок вот такой, да, ну и, конечно, немного белого. Так, мы будем вязать с вами из другой пряжи. У меня есть вот такая пряжа Yarn Art Dolce, номер 754. И буду использовать вот такую кремовую, цвет 80-308 Хималая. Качество у них, девочки, одинаковое. Единственное, что могу сказать, может быть, Yarn Art, он немножко плотнее. Если честно, мне больше нравится вот с этой пряжей работать, чем с Хималая. Мне кажется, что он не так сильно пушится, чем Хималая. Хималая, если оторвешь, там как общипанная курица выгляжу вечером. А Yarn Art, он нет, он плотнее. Мне больше нравится с этой работать. Ну, кому как, да, хотя, в принципе, оно все одинаковое. Итак, я уже связала ручки, ну, как одну часть, да, чтобы вам показать ножку и ушко. Я буду использовать суставчики. Так, я вроде бы правильно все вставила, да. Суставчики буду использовать для головы. У меня вот такие суставы 3,5 сантиметра. У кого суставов нет, но вы хотите, используйте обыкновенные 2 пуговицы. Одну пуговицу вы вставляете в шею, а другую пуговицу вы вставляете в голову. И потом можно между собой это все стянуть. Это тоже получается. Или суставы есть, у кого есть интерес, я сделаю вам 2 ссылочки. С одноклассников у меня есть 2 девочки, одна Наталья Фурнитура и одна Ольга. Они продают и суставчики, и глазки, все-все-все у них есть. Я в этом видео эти ссылки сделаю. Где-то, кстати, в других видео я тоже уже выставляла. Так, для рук я буду брать вот такие суставчики. У них тоже идет такая шайба и идет вот такое вот крепление, да. Буду использовать, они у меня 2 сантиметра. Вполне достаточно для этого котенка. Так. Глаза у этой кошечки я использовала глазки 1 сантиметр и носик где-то 2 сантиметра. Я хочу использовать точно такие же глазки, чтобы они как в парочке у меня комбинировали, только уже идет такой коричневый золотой цвет. Вот такой он идет. Я хочу его использовать под цвет пряжи. Носик я еще не решила, какой буду использовать, розовый или черный, я не знаю, надо будет приложить. Мне кажется, что будет очень красиво черный смотреть, но это уже когда мордашка будет готова. У меня, конечно, есть еще и другие глазки. Вот такие вот глазки я все покупала в России. Они у девочек в Одноклассниках у меня есть. И вот такие кошачьи есть разные. Все это я брала у них. Вы можете потом под видео посмотреть. Так, ну, примерно я вам показала, где, что и как. И мы начнем. Да, я вот здесь, можно сказать, до конца довязала. Лапки я заполняла полностью ватой. И в конце потом я уже буду брать иголку. И иголкой цыганской это все затягивать дело. Уши я пришиваю. Сперва мы свяжем все вот эти мелкие детальки, чтобы потом начать с тела. И, девочки, кому нужна будет схема, я схему здесь под видео писать не буду, потому что она бесплатная. Вот, пожалуйста, зайдите на страничку к этой девочке, посмотрите ее работы, оцените, подпишитесь на ее Инстаграм. И у нее в ее этих игрушках, где вы найдете такую кошечку, она у нее в описании есть. И вы можете себе наделать скриншотов. Так, начинаем вязать. Самое главное — хвост. Сразу вспомнила мультик про эту ящерицу. Мне так он нравился всегда. Хвост. Самое главное. Так, ну давайте свяжем хвост тогда, раз он самый главный. Так, я уберу, чтобы он не фиксировал или, как сказать, не фокусировал. А то... Так, у меня здесь такой бардак, блин. Крючок номер 5. Всегда беру крючок номер 5, когда вяжу этой пряжи. Я уже даже, мне кажется, уже даже говорить не надо об этом. Вот. Так, кошару надо убрать в сторону. Итак, будем вязать. Начинаю я вот этот кончик вязать с темной пряжи. Котенок Гаф, он как получается? Он же получается, по-моему, наоборот, да? У него он по-моему, весь коричневый, а белые ушки, или наоборот. Я даже сейчас не помню, если честно. Потому что у нее он тоже идет. Девочки, кому балаболки сильно много, перемотайте, да? Извините, но мне нужно сперва сконцентрироваться, чтобы начать вязать. Да, мордочка темная, а тело светлое. По-моему, котенок Гаф так. Как сиамский кошар, да? Что-то такое вот. Так что, значит, все правильно я делаю. Хотела вот именно его попробовать.
Итак, начнем с хвоста. Блин, видите, я его спрятала, этот хвост. Болтология. Вот болтология, она сбивает всю работу с толку. Это вообще, ну... Берем темную пряжу, кольцо амигуруми, и в кольцо мы делаем 6 столбиков. Так. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем и вяжем 1 столбик прибавкой. И так 3 раза. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик и прибавка. Последний раз. Так, теперь мы делаем 3 ряда без изменений, 9 петелек. Ну, я 9 на 3, 27. Я считаю 27 петель. Да? Вяжем или 27 петель, или 3 ряда по 9, как вам удобнее. Так, связала я 3 ряда. Кончик хвоста наполняем ватой. Ватой, холофайбер, кто как говорит. Мне это слово холофайбер, я его не люблю. Я люблю слово вата, хотя это холофайбер. Так что набиваем и тем, и другим. Связали мы эти 3 ряда. Теперь мы делаем 1 ряд убавки. Значит, мы делаем 1 убавку и 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, теперь мы меняем цвет. Меняем цвет на бежевый. Так, бежевый я хочу взять новый клубок. У меня, кстати, бежевый еще остался от той кошечки, что я на немецком делала, да. Вот 1 пачка, девочки, да. Посмотреть вот это качество и посмотреть вот это качество. Ну, вот это намного тоньше, чем вот это. Я не знаю почему, но иногда, блин, такой брак они присылают, прям расстроена. Вот это, например, с этой, она почти одинаковая. И кошка такая прям, ну, красиво получается. А здесь, может быть, у меня даже кошара будет намного больше вот с этого сейчас клубка, чем вот то, что было. Мы потом сверим, посмотрим. Иногда такие браки шлют, хотя эта пряжа, она не такая уж и дешевая, я бы сказала. Турки. Тюркиши квалитет. Хотя тюркиши квалитет у них очень хороший. Это не Китай, да? Ну, не будем ни на тех наезжать, короче. Вяжем тем, чем нам порадовали. Чем нас порадовали. Так, вяжем теперь 4 ряда без изменений. Белой вот этой пряжи. Но это не белая, а кремовая, да? 1, 2. Это сколько у нас здесь получается? 8 столбиков, да? Вот мы тогда... Почему я считаю это? Для чего считаю, не пойму. Вяжем просто 4 ряда. Девочки, хвост наполняем только коричневую часть. И все. Кончик наполним, чтобы он у него стоял. Вот. Так. А, девочки, знаете, у меня еще такая большая просьба. Все вот, кто вы вяжете со мной, и когда вы фотографии выставляете в Инстаграме, везде, да, очень многие пишут, связала по мастер-классу Елены Янцер на Ютубе. Девочки, если я пишу, что это мастер-класс такой-то, такого-то автора, именно так и указывайте, потому что это не мой мастер-класс, это мастер-класс другого автора. Некоторые пишут правильно, по мастер-классу такой-то, такой-то, в обработке там видео такое-то, такое-то. Вот это классно, потому что я не хочу никакого автора оскорблять или еще что-то. Это не мой мастер-класс, поэтому так и пишите, пожалуйста. Как я вот выставляю, так вы и пишете, да? Вот. Хотела просто это сказать. Мне, конечно, очень приятно, но я себя дискомфортно чувствую, потому что авторы тоже у меня на страницах в инстаграмах есть, и, ну, это, мне кажется, бы никакому автору бы не было бы приятно. Да?
Потому что мне оно не нужно, это авторство. Вот честное слово, я не знаю, я от этого, мне как-то, что оно есть, что его нету. Мне одно удовольствие от движения этого крючка. Знаете, я вчера еле-еле связала кошару на немецком, да? Что-то у меня вообще, ну, настроение было в заднице, вот честное слово, по-русски сказать, да? Я еле его связала, у меня язык вообще не говорил, я по-немецки еле говорила там. Я, блин, столько там ошибок говорила, у меня эти артикли, дердидас, meine Güte, дердидас, эти артикли, они мне, знаете, это как окончание, мне кажется, в русском языке. Я их ненавижу просто, я живу 23 года в Германии, до сих пор их не могу. Ну, я старалась с детьми постоянно на русском только говорить, чтобы они у меня русский знали, да? Поэтому... Ну, хотя и 20 лет работаю у себя в урологии, я там с немчиками же по-немецки болтаю. Итак, связала я эти 4 ряда, и теперь мы делаем один ряд с убавками. Одна убавка. Одна убавка и 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. И теперь мы вяжем 5 рядов без изменений. И на этом наш хвост будет закончен. Мы его потом вместе складываем и провязываем. Вяжем 5 рядов без изменений, да? Так вот, что я хотела сказать. Вчера у меня, я говорю, я это видео еле-еле сделала. А вот сегодня у меня прям ну, такое настроение хорошее. Сегодня у меня. Прям есть желание тут вязать. У меня такое ощущение, как будто как у себя дома нахожусь с вами. Честное слово. Хорошо так. Мне так приятно. Я каждое утро открываю свой телефон, а там столько сообщений, все такие позитивные. Очень приятно. Девочки, спасибо большое. На Одноклассники у меня кипят. Да у меня в WhatsApp, я его включаю, у меня 30 сообщений в WhatsApp. Пока я всем отвечу, у меня дети, мама, мы с голоду помрем. Но сегодня утром меня кормили дети, так что в выходные я имею лафу. Я сплю сколько хочу, они меня кормят, они меня будят. С кофе в постель. Вот. Так. Вяжем. Сколько я говорила? 5 рядов. Я маркер не поставила. Короче, вы знаете, вы можете вязать просто вам нужную длину, да и все. Я думаю, 5 рядов. Я уже, наверное, провязала. Так, у меня где-то здесь один ряд с убавкой должен быть. И от него пляшем. А я не знаю где. А вот он. Еще один ряд. Короче, еще один ряд, и на этом у нас закончилось вязание хвоста. Да, закончу я его, уже хватает. Девочке не нужен сильно длинный хвост. Ей должен быть маленький и аккуратненький. Вот. Связываем вместе, да, складываем вот так. Девочки, если кому сильно громко, у меня здесь рядом со мной с правой стороны стоит морозилка. И она работает, и очень громко работает. А вообще это комната моего сына. Я не знаю, как он здесь спит, но он сказал, что он уже привык. У меня холодильник сам по себе маленький, морозилки не хватает на 3 детей. Я не знала, куда его засунуть. Купила эту морозилку, поставила в детскую комнату. Но это единственное место было, куда поставить. И здесь же я у него делаю видео. Он счастливый, он всегда в моей кровати спит, если я здесь до 3 часов ночи видео кручу. Вот. Что, будем уши вязать? Самую главную часть мы связали. Давайте свяжем уши. Уши, когда она мне схемку скинула, она мне сказала, что вот в этой схемке, если вы вдруг у нее тоже скачаете, 6 столбиков кольцо амигуруми, и здесь один ряд пропущен, просто 6 столбиков. Это вот она, заметочку такую мне сделала Оксана, и я ее сейчас использую, а потом уже идут 6 прибавок, да? Итак, для этого берем темную пряжу, кольцо амигуруми, и вяжем 6 столбиков. Раз, два, 3,
4, 5, 6. Затягиваем. Вот этот пропущенный ряд, что нету в схеме. Запишите себе сразу. 6 столбиков просто. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь мы делаем 6 прибавочек. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Знаете, вот этот котенок, кого мне напоминает? Напоминает, по-немецки называется это Waldkatzen. У меня кошки-то есть, да, и кстати, у меня 3 кошки. Кошку так и свистнули у меня одну, да. Вот это вот Катя, которая последних котят приносила, нету ее, девочки. 2 месяца уже нету. Свистнули, она ко всем шла. Вот эти вот уши, знаете, напоминают Waldkatze. Waldkatze — это перевести лесная кошка. И есть такая порода, она очень дорогая. Есть такая сибирская, по-моему, порода, есть вот эти Waldkatze лесные, не знаю, как они называются. Есть такие кошки, как рыси, такими ушками. Вот она ее напоминает. Они очень красивые, но, падла, они очень дорогие. Я когда себе кота искала, я так влюбилась в него, но у меня не было столько денег, и нету столько денег для этой кошки. И потом ее так раз свистнули просто так здесь. И все, да. Вообще кошки у меня домашние, но та любила выходить на улицу, потому что у меня свой дом, и они на улицу кошары бегают иногда. Кот и кошка. Ну, одной нету. Следующий ряд вяжем 12 столбиков без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У меня опять уши горят. Не могу. У меня уже второй вечер подряд горят уши и щеки. Лишь бы пощечину мне кто-нибудь не захерачил. Самое главное. Так, теперь мы меняем здесь цвет на светлый. И вяжем сразу же отсюда. Делаем 3 столбика прибавкой, так 3 раза. Вот это пусть будет за 1 столбик, девочки. Вот это уже как смена, да? Идет как 1 столбик, наверное. Пускай. Нет, мы его просто смену сделали. Мы не будем как 1 столбик считать. Мы сейчас вяжем. 1 столбик. Что-то мне трясучка опять, мне руки трясутся, кошмар. Шоколадку надо. 2 столбик. 3 и прибавка. Так, теперь это не прячу. Вы мне извините, я по-другому крючок держать не могу. Я этим пальцем закрываю работу, но я не могу по-другому держать. Некоторые как-то вот так держат. Не могу, девочки. Вот моя схватка. Схватка, да, крючка. Вяжу только так, поэтому 1, 2, 3, прибавка. Еще раз. 1, 2, 3, прибавка. У нас сейчас в данный момент 15 петель. И теперь мы вяжем 2 ряда без изменений. По-моему, я здесь 2 ряда так и вязала без изменений. Да, вот мы ряд с прибавками, 2 ряда без изменений, потом складываем вместе и провязываем. Блин. Проходная у меня здесь, девочки. Вяжем
Короче, получается 15 петель, да? 15 по 2 это 30 петель. Короче, вяжем 2 ряда. Kannst du dich woanders umziehen, bitte? Ja, ich bin jetzt fertig. Das ist einfach nur so scheiße, wenn man rumliegt mit Jeans. Danny, mach die Tür zu von anderer Seite. Und welche? Так, короче, один ряд и еще один ряд. Я никогда маркеры не ставлю, потому что особенно когда делаю смену нити, я всегда вижу, где у меня начало. Вот оно. Теперь я, обратите внимание, складывайте не вот так ухо, да, девочки, не вот так, если вы начнете, а складывайте, делайте так или старайтесь именно там остановиться, где вот переход, чтобы точно было, чтобы вы вот эту часть на бок сделали, да, тогда если вы на ушко смотрите, у вас здесь все ровно, а вот этот вот переход здесь сбоку, и его видно не будет. Ухом мы не набиваем ватой и вяжем за обе стеночки. Ой, одно наслаждение этой пряжи вязать. Она прям такая плотная, такая смачная, такая она вся. Блин, послышали бы меня кто-нибудь другой? Но если это наслаждение вязать этой пряжи, она такая прям вот как массаж для пальцев. Ну вот смотрите, уши, да? Уши, хвост. Самое главное хвост. И теперь будем вязать или ушки, ножки или ручки. Вот это вот чудо. Так, сейчас посмотрим, что идет дальше по схеме. Ножки. Ну, вот у меня вышли ножки. Давайте будем вязать ножку. Так. Вязала я ее неделю назад. Я надеюсь, что своей плотностью вязания сейчас свяжу точно такую ногу, потому что надо вязать эти части две именно в один и тот же день, в одно и то же время. Потому что один день вязала как-то под настроением, другой день без настроения. Ноги получаются разные, хотя одна и та же схема. Все зависит от плотности вязания, как туго, да? Итак, мы делаем кольцо амигуруми и вывязываем 6 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Далее мы делаем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, теперь мы делаем один столбик, одна прибавка. И так 6 раз. Ну, ладно, я вам покажу. А то мне потом приходится в сообщениях писать, как это делается. Один столбик и одна прибавка. Один столбик и одна прибавка. И так 6 раз. Это значит по кругу полностью весь ряд. Да? Довязываем до конца. Вот я довязала. Теперь мы делаем 8 столбиков прибавка. И так 2 раза. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И делаем одну прибавку. Также еще раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и прибавка.
У нас сейчас с вами 20 петелек. Теперь мы вяжем 2 ряда без изменений, 20 петель. Просто по кругу. Один ряд и второй ряд без изменений. Так, вот я провязала эти 2 ряда. И теперь мы делаем убавочки. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем 4 убавки. Я здесь убавки делала вот этим вот простым методом. Наверное, также я их здесь и сделаю, чтобы у меня не отличалось. В основном убавки за передние стеночки, а я их делала вот так. Поэтому я так и сделала. Но я очень сильно затягиваю, чтобы не было видно дырочек. Да? 4 убавки. 2, 3, 4 и опять 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы вяжем 4 столбика. Ряд закончился. Ставьте маркер, пожалуйста, себе. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И делаем 4 убавки. 1, 2, 3, 4 и 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Давайте наполним это ватой. Девочки, знаете, что я хочу? Шампусика. Я хочу чего-нибудь такого расслабляющего. Но я потом боюсь с вами вязать. А у меня потом рот вообще не закрывается. Честное слово. Я люблю болтать, девочки. Я вообще-то, знаете, я вообще не пью. У меня аллергия на... Как называется она? Швефель по-русски-то, господи. Швефель... Ну, вот от него отходняк-то, господи, ну как он называется? Что находится? Аммиак? Аммиак? Швефель? Не знаю, короче, в алкоголе есть вот это вот вещество, от которого потом у тебя голова болит ужасно. Так вот, некоторые, которые перебухают, у них голова болит, а некоторые, которые глоток сделают, у них голова болит. Так вот, я отношусь к одним из тех, которые сделают глоток, а потом вздыхают, как будто бы бутылку выжрала, честное слово. Вот. И мне надо так охота выпить или стаканчик, там, я не знаю, винца какого-нибудь красного. Я не могу, я умираю, у меня аллергия на вот этот вот швефель. Есть такие, в магазине у нас есть такое, знаете, био такой магазин есть. Там есть вины, которые швефель фрай. Это без швефеля, вот это вот. Швефель. Я все равно вспомню, как он называется. Вот я себе один раз купила. 16 евро бутылка. Нормальное вино тут может за 2 евро купить, да? А тут 16 евро бутылка. Но я думаю, попробую. Девочки, я не болела. Я честно не болела. Так, меняем. Так, теперь мы вяжем 2 ряда без изменений. Просто, вот как здесь, 2 ряда наверх. А потом делаем смену нити. Вот, провязываем 2 ряда. Вы себе ставите маркер, да, чтобы вы видели вообще, где вы начинаете, где вы заканчиваете. Я, как уже говорила, по петелькам это все делаю. Вы знаете, мне вообще, да, мне даже, и, если честно, мне пить нельзя. У меня из-за моей вот этой истории с энцефалитом, от этих укусов клещей, я когда переболела, у меня... Если стоит мне выпить, да, мне не курить, не пить, мне вообще-то всего нельзя, и этой гадостью я не занимаюсь. Вот. Стоит мне только чуть-чуть
ну, побаловаться такими веществами, все, у меня вот эти вот бактерии, вот эти энцефалиты, они могут опять дать о себе знать, когда у тебя такие ломки, блин, парализуют все, что хочет. Слава богу, я переболела после этой болезни еще один раз только, да, но не так сильно было, как в первый раз. И теперь пока держится. Самое главное, знаете, чтобы стресса не было. Надо избегать всех тех, кто тебе делает стресс. Это, конечно, невозможно, да, но надо стараться. Вот. Если у меня чуть-чуть стресс, все. Ну да, у вас стресс, это постоянный стресс на протяжении месяца, я могу слечь. А себе я это счастье позволить не могу, потому что у меня 3 детей. И они никому не нужны, кроме меня. Поэтому никакого винца, никакого шампусика. Вот. Хотя иногда охота. Не, ну сегодня я вот, девочки, свяжу вам видео. Свяжу вам видео. Вы слышали, что я вам говорю? Сделаю видео, и обязательно я себе шампусика где-нибудь дома, наверное, найду. Так, теперь мы делаем смену нити. И вяжем 7 рядов просто без изменения. Так. Я повяжу с вами. Так, смену нить. Что-то меня начинает трясти опять. Нужно что-то сладенького. Кстати, я сегодня выспалась. Я вчера 3:30 или 3:30 спать легла, потому что вязала это видео, делала, потом его еще обрабатывала немножко. И сегодня дети дали мне поспать. Поэтому сегодня я опять до этого времени вяжу. И выставлю еще, постараюсь ночью выставить, чтобы для вас был всем юбарашунг утром. Вот. Вяжем 7 рядов наверх. Девочки, хотите прикол расскажу? Я тут на днях, я так смеялась, блин, не могла. Я сейчас расскажу. Девчонка, которая с этим приколом связана, она тоже это услышит, и тоже она поймет, про кого я говорю. Девочки, у моей Стелки на следующей неделе день рождения. Малая будет 16 января у нее день рождения. И она страшно любит вот эти вот Эльза, Анна, вот эти вот всякие, господи, мультики, да. И чтобы спраздновать день рождения, мы никогда ей так день рождения не гуляли. 1 год не получилось, она болела. До этого что-то у меня не получалось. И в этот раз я сказала, ребенок последний год в садике, надо ей сделать. Позвать ее подружек там, как все немчики это делают. Ну, как все сейчас это делают, да. Домой я звать не хочу. Потому что, ну, не хочу, во-первых, этот бардак. Мне потом надо будет месяц здесь все это разгребать, да. И вообще я не такой человек, чтобы вот с детьми тут чем-то заниматься, с ними прыгать. Но это не мое. Я вообще не люблю такое. Вот. Я решила... зарезервировала в Индо-парке, у нас тут недалеко от нас, где я живу, в Арзенбурге, короче, зарезервировала я место в четверг, и пойду я туда с ней на гулянку с 2:30 до 6:30. Во-первых, это лафа тем, что дети там сами по себе играются. Это под крышей, знаете, как парк, там и качели, и всякие трамполины, и всякие горки, все, что хочешь. Вот. И мне нужно было сделать торт. Я стряпать, ну как, могу состряпать, да, но я не любитель там что-то такого шикарного, что-то сделать. Я лучше свяжу ей торт, чем его состряпаю. Я лучше ей свяжу. Боже. Вот. И, короче, я как-то своему мужу заказывала торт у одной девочки. Торт на, по-моему, на 40-летие, даже сейчас толком не помню, когда это было, но это не важно. Стринги, знаете, такая большая красивая женская задница в стрингах, короче. Но торт был шикарный, он был такой вкусный, я не знаю вообще, что за рецепт. Я, короче, ей звоню. Нет, не звоню, а на Одноклассники ей пишу. Да, привет, так и так. Я хочу очень сильно заказать у тебя торт для Стелки моей, с Эльзой там, да. Она мне говорит, девочки, я так смеялась, она мне говорит, Лен, я торты больше не стряпаю, я теперь вяжу с тобой. Она сказала, что ей сейчас торты ей стряпать не так, то ли выгодно, не так, то ли интересно, как вязать со мной. Вы знаете, это мне так льстило, я прямо расцвела, но потом забыла, что у меня проблема, кто мне будет стряпать торт. Вот. Короче, нашла я другого человека, кто мне такой торт состряпает. Но дело в том, что
Прикол-то в чем, что мои видео меняют дорожку у других у других людей, да, со стряпания переходят люди на вязание, мне это очень приятно, ну, честное слово, да, вот, и это самое, я так смеялась, не знаю, блин, говорит, мне, говорит, уже неинтересно вязать торты, хотя она занималась этим, наверное, лет 7, и бросила, и стала вязать игрушки. Девочки, я эту пряжу немножко распустила, и сразу видно, что у нее это... Распускать вообще ее плохо. 2, 4, 6, еще один ряд. Что-то меня реально колбасит, посмотрите. Мне надо или шоколадку съесть, или шампусика выпить. Ой. Я тогда с вами тут свяжу, блин. Тогда здесь у нас будет не вязание, а комедия какая-нибудь, отвечаю. Ой, я так давно этого не делала. Хотелось бы расслабиться один раз, честное слово. Забыть все эти проблемы. Все какие-то говнотерки, вот это все, мне так это все надоело уже. О, ман. Так, связали мы этот окорочка. Наполняем его ватой. Ватой я наполняю полностью. Так. Полностью. И теперь мы смотрим, куда мы будем вставлять сустав. И потом, если я шоколадку возьму. Так, смотрите, у меня трясутся руки. Так. Сустав. Девочки. Сустав я буду вставлять вот сюда. Это там верхний сюда идет. Вот здесь. Вот здесь я вставлю сустав. А те, кто суставы не использует, вы просто берете, вот так вот складываете и провязываете за обе стенки. Когда мы потом будем вязать тело, вы к телу приложим. Я вам потом скажу, где и когда. Да? Так, сколько у меня здесь? Я связала 2, 4, 6, 7. Да, потом идут одни ряды убавки. Все правильно, 7 рядов. Так, у меня был здесь сустав, значит, с этой стороны здесь он будет. И также смотрите, что не пропорция, а вот это вот поворот ноги был одинаковый, да? Вот сюда его засовываем. Вот так. Давайте провяжем до сюда до конца и потом будем делать убавки. До суставчика еще я провяжу. Вы смотрите сами, или вы отсюда уже начнете убавлять, лишь бы только потом ножки были одинаковые. Хотя они могут быть. Да, она будет одинаковая. Так, теперь я делала здесь такие грубые убавки. Что у меня так уши горят, а? Уши горят, руки трясутся, девочки. Такое ощущение, как будто я после какой-то гулянки, честное слово. Я все думаю, как бы туда вырваться, а у меня все наоборот. А меня, кстати, позвали на той неделе в ресторан на день рождения. Греческий. И я, наверное, пойду. Грекам пойду. Кушать их гриль. Так. Убавляем до конца. Просто убавляем. Так. Это я буду стягивать уже потом. Я, конечно, смотрю, лишь бы одинаковые ноги были. Не так, что одна длиннее, другая короче. Потом будет как один глаз на вас, другой на Кавказ. Это я когда делала, вы не поверите, я так смеялась, я когда вот этого кота сделала, и что-то у меня вот на немецком, да, один глаз что-то вниз показывает, а другой чуть-чуть наверх. И у меня сразу мысля, я чуть по-русски это не сказала в этом видео, один глаз на вас, другой на Кавказ. Я промолчала, ничего не сказала, но я очень сильно засмеялась. Немцы, наверное, хрен поймут, что у них там крыша едет, что ли, или что. Так, девочки, вяжите ножки. Я пошла сделаю себе кофе с сахаром, потому что мне реально трясется все. Я не знаю, что такое у меня энцук называется. Не энцук, а как она? Ну, когда вот нехватка, да, глюкозы. Пойду я что-нибудь хапну. Итак, девочки, я опять с вами тут. Вяжем ручки. Для этого мы берем 7 столбиков в кольцо амигуруми, да, вывязываем.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, теперь мы вяжем 7 прибавок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь мы вяжем 3 ряда без изменений. Давайте поставим здесь маркер, чтобы мы примерно ориентировались. И вяжем 3 ряда. Сейчас я только что делала себе чай с сахаром. И прочитала сообщение на ютубе. Одна девушка написала, что ушки длинные для этой кошечки немножко. Да, я тоже так вижу, что они немножко длинные, но я когда их пришивала, я точно так же это видела. Если кто хочет, может сразу, вот сейчас только я это просто увидела, можете пару рядов себе сделать меньше, да. Но мне нравятся именно эти ушки. Я говорю, она мне напоминает прям вот эту вот лесную кошку, как рысь. Я еще такие кисточки, знаете, белые сверху сделать, и будет рысь. Ну, правда, красиво получается. Поэтому я, даже в будущем, если я ее вязать буду, я не буду делать меньше ушки. Оставлю такими, потому что мне именно вот такие длинненькие нравятся. Они мне. Не смогла себе эту кошку купить, так я ее свяжу. Вот если она еще рыжая такая, знаете, рыжая и белые вот эти вот ушки. Кисточки. Красиво. Так, связала я 2 ряда. Да, 2 ряда, еще 3 ряда. Короче, нам 3 ряда же надо вязать. 3. Вот что значит, забалтываешься, да? Блин. И сама ошибки делаешь, и другим их показываешь. Мне так нравится, я иногда видео смотрю, ну, другие на каналах видео, да? И там есть такие же подобие женщин, как я, которые рот свой закрывать не могут. Видимо, кто-то ей уже это писал. И знаете, я потому же, когда захожу на ее канал, включаю ее видео, да, и под видео стоит: девочки, от 0 до 5 минут болталка. От 5 минут и дальше идет работа. Она уже эти тайм-коды ставит, да, для тех, кого это бесит. Не знаю, я люблю слушать, я вот буду еще сидеть и с ней спорить. О май гад. Вяжем дальше. 3 ряда провязали, вяжем дальше. 1 столбик. Убавка. 2 столбика. Убавка. Итак, еще один раз. 1 столбик. Убавка. 2 столбика. Убавка. У нас в данный момент сейчас с вами 10 столбиков. И теперь мы вяжем 3 ряда без изменений, 10 столбиков. Маркер сюда наверх поднимаете и вяжете 3 ряда 10. Или вы вяжете просто 30 столбиков, как я это всегда делаю, считаю. Да, и заполните, пожалуйста, ватой. Полностью вся рука заполняется ватой для тех, кто использует суставчики. Те, кто суставчики не используют, а будете просто складывать и ввязывать, то, пожалуйста, до конца руку, до высоты руки не заполняйте, иначе она у вас будет стоять в стороны, торчать. Это некрасиво. Когда вы ее вяжете, они будут руки у вас торчать в стороны. Они должны висеть. Поэтому заполняйте вату только нижнюю часть, коричневую. Верхнюю часть всегда оставляйте. Тогда ручки, они плавно свисают по телу. Красиво смотрится.
сейчас провязала 2 ряда. Ну ладно уж, если на то пошло, давайте 3-й ряд сейчас тоже провяжу. Вместе с вами. Единственное, что я заметила, когда я эти видео делаю, я сижу всегда в такой вот позе, да, ну, чтобы это все видно было, показываю. У меня потом к вечеру так болит затылок, девочки, вот этот вот позвоночник сверхшейный, да. Вы себе не представляете, как он у меня болит. И очки мне надо уже носить. Ну как, я ношу уже давно очки, просто я ленива их одевать. Их одеваю тогда, когда у меня начинает голова болеть. Вот. Ну, мы, конечно, все не молодеем, мы стареем. Или как, не стареем, а женственнеем. Вот так я бы сказала. Женственнее. А женщина, чем старше, тем она красивее становится. Я бы так сказала. Любая женщина по-своему красива. И чем старше, это как же говорят, кто-то постоянно так часто говорил, женщина, она как красное вино. Чем старше, тем вкуснее. Мне так нравится, когда так говорят. У меня сразу самооценка поднимается. Да, я вообще этим никогда не страдала, у меня всегда самооценка была хорошая. Так, вот связали. Да, девочки, самооценка должна быть у женщины слегка повышенная. Не будете любить себя, никто вас любить не будет. Вот так вот. Это я поняла в последние 2 года. Что нужно любить себя. Когда женщина себя любит, она сама показывает вот эту вот какую-то такую ауру, знаете. Вообще-то я ничего так, вот такую вот она ауру показывает. Тогда люди начинают тянуться. Ну, это я на себе так спробовала. Так, теперь мы здесь меняем нить. Да? Я вот выйду в бок. Не здесь впереди менять, да? Это будет некрасиво, а в бок. Куда-нибудь одну назад сделаю. И здесь я сделаю смену нити. И вяжем мы теперь 7 рядов без изменений. Когда мы 7 рядов провяжем, мы потом будем вставлять суставчик. У кого суставов нету, просто складываете вместе и провязывайте за обе стеночки. Так, я, наверное, нажму на паузу и сама сейчас довяжу. Или вам еще что-нибудь рассказать? Сейчас там, наверное, сзади там за экраном. Не, закрой свой рот. 100%, наверное. Я не знаю, мне вот, ну, честно слово, у меня вчера такое было беспонтовое настроение, ну, вообще, вот, вообще прям. А сегодня, что мне так хорошо. Сегодня я добралась до своей бады ванны и вылизывала весь душ. Он такой весь стеклянный, он покрылся кальком. Я его вылизывала. Потом вылизывала ванну, потом унитазы. О, как я ненавижу эту домашнюю работу. Ведь она бесплатная, да, она же не оплачивается. Это же, если честно, к женщине нечестно. Вот, ну, нечестно, да? Другие женщины, которые работают и моют где-то полы, они получают за это деньги. А мы, женщины, дома это все моем, убираем за всех тех, кто туда ходит, делает свои гешефты в этот туалет. Мы за них должны все это мыть и убирать. Но это правда нечестно. Ну, нельзя так. Я сказала моим детям, мы теперь будем это делать по очереди. Они, конечно, так на меня посмотрели и сказали, мама, нам нельзя дышать. Вот этот вот очищающий, вот этот специально, как она называется по-русски-то, жидкость эту. Я говорю, а мама может дышать, да? Я говорю, ну, дышать нельзя, мама работает в больнице, принесет вам такие намордники. И мы каждый оденет. Один будет душ мыть, другой будет ванну мыть, а третий будет унитаз мыть.
И мы сделаем это все за полчаса, а маме надо 1,5 часа, чтобы это все вылезать. Я говорю, вот так вот мои выходные проходят. Среди недели, как, блин, бешеная не знаю кто, а в конце недели закрываешь все свои сайты и начинаешь дома порядки наводить. Разве это жизнь, девочки? Да ни хрена, блин. Живешь один раз и проводишь половину своей жизни только в какой-то постоянной уборке. Ну нельзя так. Не забываем, да, 7 рядов. Что-то я сегодня... Может, мне кто-то что-то подсыпал сегодня, я даже не знаю, честно. Ой, хорошо-то как. Хотите шоколадку? Мне тут как-то недельки 2-3, наверное, подарили коробочку. Чуть-чуть осталось, я все докушать не могу. Это вот когда у меня тресняк начинается, я ее достаю с холодильника и ем. 2, 4, 6 и еще одну. Так. Это был 7-й ряд. Наполняем ватой. Мне кажется, будет красивый кошар. Я уже сейчас их люблю. Кстати, знаете, у меня это... Немцы скупают все игрушки, которые я делаю на YouTube. Они их всех скупают, потому что они видят, что количество абонентов растет. Они их у меня скупают. Одна женщина постоянно скупает, почти одна и та же. Говорит, Лена, твои игрушки будут скоро миллионы стоить. Поэтому отдавай, говорит, мне. Так что у кого желание есть, у меня тут еще лежат пару штук. А кто знает, а может и будут. Так. Я вообще с этим не рассчитывала, девочки, ну честное слово. Ставим ручки вот так. И вот сюда, наверное, мы ее засунем. Сюда. Сюда вот этот суставчик. А началось это все с одной женщины с Фейсбука. Она так хотела вот эту зайку, я их, зайцев этих вязала, и мне так они нравятся. Это Юлия Денега, да? Автор этих заек. Просто я ее, ну, там, переделала очень много. Я ее по схемке, у нее все пришивается, я все вязывала, и там какие вещи переделала немножко. И это, и вот меня одна попросила, чтобы я это перевод сделала, да. Я у Юли спросила, она мне дала добро. Я, короче, связала. Давайте мы вот это довяжем до суставчика, а потом отсюда будем убавлять. Я, короче, связала, сделала видео. Ну, конечно, первое видео, девочки, ну, правда, у меня ужасное, потому что я никогда в жизни тут под камерой не вязала. И она говорит, Лен, как-нибудь, говорит, сделай, мне все равно, лишь бы, говорит, я могла видеть. Ну, и я сделала как. Я потом поняла по комментариям, которые мне выставили, что не до всех это очень хорошо как-то дошло. Вот. Но я не рассчитывала с таким количеством просмотров, да. И я ей выставила, она говорит, выставляй на YouTube. Я выставила на YouTube, и они потом смотрели. А потом, как начало вот это вот расти, просмотры, я вообще с этим не рассчитывала. Я даже была немножко как-то, знаете, такая в недоумении, а что мне теперь делать? Все что-то хотят, все что-то просят. Наверное, надо. Теперь делаем убавки, просто закрываем. Я говорю, надо, наверное, делать сейчас еще это на русском. Но все начали писать, акцента слышно. Я не профессионал в этой немецкой речи. Говорить-то могу. Один день хорошо говорю, другой день нет. Ну, сразу поняли, что не немка. И все. Я сейчас сама как-то немножко еще в шоке. Отхожу. Вот, мне очень приятно. Очень спасибо вам всем большое. Даже не представляете, что для меня это значит. Это такое подтверждение. Я к этой цели шла 7 лет, девочки. Я 7 лет вязала ночами. Вот этих вот чудиков вязала и тащилась от этого. Я никогда не думала, что это так может развиться. Смотрите. Все ровненько. Я очень горжусь этим. Так.
А еще у меня Стелка будет вязать. Стелка, она похожа на папу, но имеет характер мой. Она копия. Она уже сейчас за крючок хватается. И говорит: мам, хочу вязать. Я говорю: подожди, дочь, еще лет 5, потом я тебя научу, и будем с тобой бизнес делать. Так, вяжем, девочки, тело. Вот. Итак, мы сейчас с вами начнем вязать вот эту вот часть. Да? Я вам объясню, как это делается, покажу, и вы это сами свяжете. Она делает в кольцо амигуруми 6 петель. И потом она делает прибавки. Первый ряд идут 6 прибавок, потом столбик прибавка 6 раз. И до тех пор, пока у нас будет 36 петель. Потом вяжет 5 рядов. Когда мы этих 5 рядов провяжем, мы будем видеть, где вставлять ножки. Но для тех, у кого нету суставов и хочет ввязывать ножки, а не вставлять, вы, пожалуйста, провязываете после вот этих последних прибавок, провязывайте не 5 рядов, а 1 ряд. Один ряд провязали, и потом прикладываете ножку, провязываете вместе с рядом, вместе с телом, идете на другую сторону, прикладываете вторую ножку и также опять провязываете. И потом вяжете 4 ряда наверх. Да? Так, мы будем вязать сейчас вот этой пряжи. Кольцо амигуруми. И вяжем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем. И теперь мы делаем обыкновенным методом прибавления круг такой, да? Первый ряд мы делаем 6 прибавок. Три, 4, 5, 6. Следующий ряд мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка. И так 6 раз. 1 столбик, 1 прибавка. Так мы вяжем до конца ряда. Потом мы вяжем 2 столбика, прибавка, и так 6 раз. И так далее. До тех пор, пока мы не провяжем 4 столбика, прибавка, и так 6 раз. Когда мы эту часть провяжем, вяжем, девочки, 5 рядов наверх. Или вяжем 1 ряд наверх, прикладываем ножки, ввязываем и вяжем еще 4 ряда наверх. И потом мы здесь с вами увидимся. Окей? А я пойду чайку попью. Итак, девочки, связала я эти прибавочки и связала я 5 рядов наверх. Так, ну вот где у нас маркер, пусть это будет зад. Здесь разницы нету, где зад, теперь это вы можете сами выбирать. Так, конечно, вот эту вот вещь нужно сперва завязать здесь, да, а потом прикреплять. Я сейчас это делать не буду, я потом их дырочки эти завяжу. Ну, вы можете, в принципе, у нас здесь 36 петель, вы можете разделить на 2, это получается по 18 петель. Да, если... Так, ну пусть вот вы сзади стоите, да, там, ну я не знаю, ну, там, здесь 18, здесь 18, здесь ножки крепить, да, например. Давайте попробуем, например. Вот у нас 5 рядов, здесь вот прям между. Вот так. Вот, прикрепим сперва одну, только смотрите, ряды не перепутайте, да? Вот в ряд в этот вы воткнули и по ряду, примерно где-нибудь здесь сперва прицепим, и можно посчитать, посмотреть, да? Вот. Так, ну, возьмем, например, если вот отсюда 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ну, давайте где-нибудь на одну петлю сюда. Ну, вот, наверное, где-то, примерно, наверное, где-то вот так. Если вы хотите, вы можете их чуть повыше посадить. Я не знаю, сейчас посмотрю этому кошару, в каком ряду я садила, потому что у него прямо неудачно так сели, да? Так, я садила, девочки, сразу один ряд выше. Вот. Вот последний ряд прибавки, и вот идут 2 ряда, и вот между ними садила. Давайте попробуем тут
Посмотрим, где это, как у меня получается. Ну, вот, да, один ряд ниже. Между двумя, да? Пока если один ряд ниже. Чтобы не сильно не задраны были. Ну, как-то вот так, наверное. Да. Сделаем, короче, вы прибавки вот сделали, потом 2 ряда провязали. Те, кто 2 ряда провязал здесь, короче, на первом ряду после прибавок ввязываете ножки, получается точно так же все, да? Или на втором ряду, вот тут вот. А мы вот здесь вот вставляем. Так, ну и я думаю, что в принципе нормально вот такая вот. Я имею в виду симметрия, да, вот такая пойдет. Так, теперь ложу я сюда вот такую шайбочку и креплю. Мне хватает, если на один раз сделать так кнак. Вот, чтобы ножки двигались. Сделайте побольше кнак. Ничего у вас двигаться не будет. Вот, ребенок ваш будет очень печален. Поэтому делайте так, чтобы ребенку нравилось. Так. Ну что такое? Вот. Теперь вяжем дальше. По схеме получается. Теперь будут у нас убавочки, девочки. Мы сейчас делаем один ряд убавки, 4 столбика убавка и так 6 раз. Да? Если так смотреть, если пропорция получается, я уже 3 провязала. 4. И делаем убавки. Убавки уже делаем здесь такие скрытые, да, потому что такие грубые, как на ножках, я делала на животике, будет некрасиво, чтобы их видно не было. 1, 2, 3, 4. Убавка. Вообще я не очень люблю делать эту убавку, она тяжело, мне вводится крючок. Я где могу, там мухлюю, где не видно. Так, 4 и убавка. 1, 2, 3, 4. Убавка. И так вяжем до конца ряда. Когда вы до конца ряда провяжете, то мы вяжем 2 ряда без изменений. Да? Вот. Потом встретимся здесь опять с вами. Так, девочки, знаете, я это самое сейчас вот провязала, да, вот эти вот ряды. 4 столбика убавка, 6 раз, и потом 2 ряда наверх. И когда я перевернула работу, вы знаете, что я вспомнила? Я вспомнила, что у нас вот здесь должен быть хвост. Вы меня простите, пожалуйста, но я забыла про этот хвост. Там, где вы вставляете ножки, по этому ряду здесь ввязывается хвост. Что самое главное, то я забыла, вы представляете? Он должен вот здесь ввязываться. Так что не ругайте меня. Не распускайте, если вы, например, провязали, да, уже вместе со мной, иначе вы испортите всю пряжу. Не распускайте, просто не поленитесь, возьмите, пришейте его. А в следующий раз, когда будете вязать, не забудьте вместе с ножками на этом ряду хвостик вязать. Мне придется его пришивать. Не хотела я, но придется. Следующий ряд мы делаем 3 столбика убавка и так 6 раз. Когда мы провяжем этот ряд, то мы вяжем 4 ряда без изменений. Для тех, у кого нету сустав и хочет ручки просто ввязать, то на 4-м ряду симметрично ножкам прикладывайте ручки и ввязывайте в 4-м ряду руки в тело. У тех, у кого суставчики, когда мы провяжем 4 ряда, я покажу, куда вставлять ручки. Так что вяжем, да, один ряд сейчас с убавками, 3 столбика убавка 6 раз и 4 ряда наверх. Девочки, вот смотрите, провязала я эти тоже 4 ряда. И вот у меня сейчас пока цыганская игла есть в руках, я хочу показать, как я закрываю ряды
По-моему, я в каких-то видео уже это показывала, да? Вот. Вот как она ложится, эта нить, так вы дальше пришиваете. За передние стеночки каждых петелек собираете и затягиваете. Вот. Делаете узелок и выводите ее где-нибудь вот здесь. Получается такой ровный край. Так. Ну и потом, конечно, отрезать. У меня, как всегда, здесь ножниц рядом нету. Вот. Когда вы ватой наполните, она все равно будет немножко прилегать к телу. Она не будет так сильно оттопыриваться. Теперь мы смотрим, куда мы будем вставлять ручки. Ручки, они вставляются вот 4 ряда и между ними, да. Также симметрично ножкам. Вот. Вот сюда. Одну. Ну вот если вот, смотрите, если вот так вот нога наверх, видите, вот сюда где-то. Рука одна. И также здесь, ну я бы сказала, здесь где-то рука вторая. Здесь должно быть все видно, что оно как симметрично вроде бы, я бы сказала. Также здесь закрываем, да, ручки. В принципе, это лучше до этого сделать. Просто сейчас что-то я ленюсь, не хочу. Ну, смотрите, котенок Гав у нас вроде получается. Вот так вот я прикреплю сейчас. Для этого опять так же, как и на ножках, ложим сперва вот такую вот шайбочку. Но смотрите, пристегивайте так, да, чтобы вот этот верхний ряд не зацепить, чтобы вы могли крючком пройти, или лучше тогда один ряд еще привязать. А следующий ряд идет у нас 2 столбика, убавка, и так 6 раз. Я вижу, что я здесь могу еще крючком зацепиться, поэтому я вроде сама себе доверяю, и я ее посажу. Перед тем, как следующий ряд делать, заполните, пожалуйста, ватой. Так, одного раза хватает. Девочки, у меня уши не прекращают гореть. Что такое? Кто-то меня материт конкретно. А у меня всегда такая... У меня очень развитая чуйка, я вам скажу. У меня уши никогда просто так не горят. Так. Вот, когда мы вот это затянем, оно будет лучше уже выглядеть. Давайте мы наполним ватой, да, и вяжем следующие ряды. Один ряд мы вяжем 2 столбика, убавка 6 раз, и потом 1 столбик, убавка 6 раз. Потом у нас, в принципе, часть это закрывается. У кого сустава нет, то вы полностью закрываете шею, набивая при этом плотно. У кого есть сустав, вы плотно набиваете. Потом вставляете вот сюда внутрь, у вас маленькое отверстие остается, вставляете внутрь сюда этот сустав и закрываете полностью до конца, чтобы только вот этот штырь торчал, да? Но я перед тем, как сустав туда вставлять, я вам это покажу. Итак, довязываем эту часть. 2 столбика убавка 6 раз и потом 1 столбик убавка 6 раз. Кто это не закрыл, закрываем, и потом увидимся сейчас здесь с вами опять. Итак, девочки, смотрите, вот довязала до конца я здесь, да. Последний ряд у меня был 1 столбик убавка 6 раз, и вот теперь осталось вот такое место, да. Те, кто без сустава, вы берете просто цыганскую иголку и стягиваете это все. У тех, у кого суставом работает 3,5 сантиметра, как я уже говорила, мы засовываем сюда этот сустав. Вот так. Он должен сидеть. Самое главное, чтобы здесь в шее снизу было плотно набито наполнителем, да, чтобы он туда внутрь не падал. Так она у меня выглядит сзаду. Блин, хвоста не хватает, прям аж расстроилась я, честное слово. Уже бы хвост висел, и ничего не надо было бы пришивать. Так. Так,
И теперь мы вот этот вот последний ряд убавляем. Самое лучшее было бы взять тоненький крючок, что я, наверное, сделаю. Чуть-чуть потоньше, крючок номер 4. И за передней стеночки, вот мне сейчас тяжело здесь, конечно, будет немножко, но это все возможно. Просто делаем убавки. Или я сейчас, наверное, здесь долго у меня терпения не хватит. Я возьму иголку, просто стяну и все. Да, девочки, нет желания у меня на это безобразие. Терпение. Я просто беру цыганскую иголку и стягиваю. За переднюю стеночку. Цак, цак, цак. Так по кругу. Затягиваю. Да, смотрите, какая красота. Вот кто вяжет, вот, например, в этой схеме голова будет сзади точно так же затягиваться, да? Чтобы она красиво получалась. Теперь сделаем здесь где-нибудь узел. Вытягиваем эту нитку где-нибудь вот здесь. Так. И отрезаем. Натягиваем, отрезаем, чтобы она внутрь спряталась. Девочки, посмотрите, как красиво. Как я люблю, когда все такое... Не знаю, может быть, для кого-то и не очень. Но мне очень нравится, что очень аккуратно здесь так все закрыто. Вот такое у нас получилось тело. Похоже на котенка Гав, да? Смотрите, какой косолапый, красивый. Вот здесь я ему сделаю сердечко, такое у меня коричневое есть. И будет у меня парочка. Так, девчат, что-то сегодня у меня работа прям как по маслу идет. Прям мне аж нравится. Но уши не перестают гореть. Перестаньте меня материть, а? Вот кто там вот сидит и материт меня, я ни в чем не виновата. Я ничего не знаю. Сразу, знаете, вспомнила я? Вот это вот кино «Бриллиантовая рука». Не виноватая я. Он сам пришел. Так. Ой, блин, кошмар. Если бы вы знали, что у меня в голове. Хорошо, что вы это не знаете. Ну, есть некоторые могут и мысли читать. Так, вяжем голову. Голова вяжется шикарно. Очень красивая форма получается. Очень красивая вывязочка мордашки. Мне нравится. Немножко надо там следить за петельками, потому что здесь, смотрите, как прибавка, столбик, 3 прибавки. Ого-го, я первый раз, когда немцам делала, я немножко запуталась, потом пришлось мне перевязывать. Так, вяжем с коричневой. Морда у нее должна быть коричневая. Делаем. Девочки, я еще сегодня выставлю. У нас сейчас 11:30, да? Я еще сегодня выставлю. Так. Кольцо амигуруми. И вывязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Бита. Не хочет. У меня всегда вообще легко затягивается, да? Но иногда, если я перетяну, вообще делаются из 2 петель. Вывязываются 6. Но я не люблю, потому что у меня очень часто здесь дырка получается. Поэтому я люблю его. Мне получается затягивать. Делаем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Теперь делаем. Ставьте маркер. Я сюда поставлю, потому что я один раз запарилась. Так, вяжем 1 столбик. 3 прибавки. 1 прибавка. 2. 3. Потом вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Вяжем 3 прибавки. 1 прибавка. 2 и 3. И остается 2 столбика еще. У нас сейчас 18 столбиков. Маркер, вот этот, он расположен под подбородком. Да? Вот если вы на мордочку смотрите, снизу идет этот маркер. Вот можно сказать, где-то здесь потом будет сустав так вставляться. Да? Следующий ряд. 2 столбика. 1, 2. 1 прибавка. 1 столбик. 1 прибавка. Потом идет 3 столбика. 1, 2, 3. Потом идут 3 столбика в одну петлю. Вот в одну петлю мы вывязываем 3 столбика. 1, 2 и еще одну. 3. Так, потом идет 3 столбика. 1, 2, 3. 1 прибавка. 1 столбик. 1 прибавка. И 3 столбика. 1, 2, 3. Далее у нас сейчас 24 петли. Далее мы вяжем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И делаем 2 прибавки. 1 прибавка. И еще 1 прибавка. Потом мы делаем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У нас в данный момент 26 петель или столбиков, как вы их там называете. Дальше 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Девочки, ставьте маркер, да? Я не дохожу я до этого, я нервничаю. Когда ставлю маркер, вы ставьте себе, вы его просто продвигаетесь, чтобы вы знали, где у вас ряд заканчивается, чтобы меня не материли в комментариях, почему я не использую маркер. Он мне мешает. Так, 7 столбиков мы провязали. 1 столбик прибавкой, так 6 раз. Столбик, прибавка. 1. 2. Столбик, прибавка. 3. Столбик, прибавка. 4. 5. 6. И потом мы вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Так, у нас сейчас с вами 32 петли. Далее, следующий ряд. 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И вяжем теперь 2 столбика. 2 столбика прибавка. Итак, 5 раз. Раз, два, прибавка. Раз, два, прибавка. Так, это 2 раза. Третий раз. Четвертый. И пятый. И остается у нас с вами 10 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас с вами сейчас 37 столбиков. Так, ну все, вот это вот мордашка, да, получилась. Теперь у нас идет смена нити. Мы делаем смену нити, провяжем сейчас еще один ряд с прибавками, да, и потом вяжем чистые ряды. Вот, в принципе, здесь уже она написала, что вот так вот, если вы мордашку видите, да, вот это вот вверх, вот вы смотрите на нее, где-то вот здесь отставляются глазки, здесь вставляется носик. Я сейчас еще один ряд с прибавками сделаю, а потом мы их вставим. Сделаем здесь смену нити. Так, мне кажется, она будет очень красивая. Девочки, котенка Гав, у него же голубые глазки были, да? Я вот коричневые взяла, а может лучше голубые? Хотя коричневый здесь будет очень красиво подходить, да? Ну, хотя для такой, знаете, такого цвета, чисто такой, ну, простой цвет. Мне кажется, это такое что-то яркое, красиво будет в глаза. Вообще голубые глаза, конечно, красиво. Так, вяжем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Теперь мы делаем прибавочку. Дальше мы вяжем 6 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку. Потом мы вяжем 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. Делаем прибавку. Потом мы вяжем 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. И делаем одну прибавку. Теперь мы вяжем 6 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Делаем одну прибавку. И вяжем 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. Так, у нас ряд, и в нем 42 петли. Теперь мы, девочки, вяжем 7 рядов без изменений. Вот, когда мы эти 7 рядов провяжем, я потом покажу, как мы будем вставлять сустав. Да, у нас где-то вот так увеличивается, как раз у нас есть место, куда уже вставлять, ну, как голову на сустав садить, чтобы потом ее закрыть. Итак, что, будем экспериментировать, да, с глазами. Я вот теперь сижу и думаю, у котенка Гав
глазки все-таки голубые. Наверное, я ему голубые сюда поставлю. У меня есть голубые. Я не знаю, конечно. А, точно, девчат. А какие могут быть коричневые? Почему я себе сказала коричневый? Коричневый на коричневый вообще будет некрасиво. Они же исчезнут здесь. Почему-то у меня перед глазами была, когда я глаза искала, морда белая. Так, сперва я всегда ставлю нос. Вот. Для носика, я думаю, что красиво будет черный. Или коричневый. Нет, давайте черный возьмем. У меня есть розовый. Такой. Нет. Это, наверное, будет мужик у меня. Нет, давайте что-то я ему, наверное, черный сделаю. Попробую. Я не буду его пока еще цеплять. Вот так. И глазки. Один сюда. Один сюда. Ой, ты, господи, ты, боже ты мой. Что-то, девочки, я уже рожаю. Что-то уже рождается на свет. Такой, да, нос должен быть черный, комбинируется с этими зрачками. Так, смотрите сами. Или вы глаза садите выше, или вы глаза садите ниже. Все пляшет от носа. Конечно, не так. Да, чтобы он смотрел, как я уже говорила, один глаз на вас, другой на Кавказ. Он чем-то на медведя больше похож. Но им надо уши сперва. Нет, мне нравится, что глазки ниже сидели. Как-то так. Нет, что-то я их кидаю туда-сюда опять. Вот так. Петельк надо смотреть, да? Здесь две. Здесь более как-то. Здесь ты не можешь уже никуда ее засунуть, потому что петли по-другому идут. Неохота мне сейчас время на это занимать, да? Вот так? Мы же его еще будем утягивать. Вот этот глаз как будто чуть-чуть далеко. Вот так его посадишь через петельку, он близко. А здесь уже нету этой петли, куда ее можно сувать. Тут уже можешь как-нибудь насильно. Насильно всегда все идет. Короче, девочки, давайте я здесь помучаюсь, не буду время тянуть. Так, смотрите, девочки. Смотрите, какой у меня пупсик получается красивый. Он как медвежонок сейчас. Но если мы ему уши сделаем, он будет шикарный просто. Мне очень нравится эта схемка. Наверное, я этих кошар буду теперь вязать, как и зайцев от Юлии Денига. Ну, потому что, ну, красивые. У меня, кстати, знаете, я вам потом покажу. Я вот свяжу вот этого до конца. Потом я положу того. И положу еще зайчика от Юлии Денига. Тогда вы поймете размер, да? Вот. У меня есть один. Он был в наличии. Я его связала для одной. Что-то не очень ей понравилась расцветка. И я сделала еще красивое имя девочки. И завтра подарю ее одной знакомой. Ой, мне нравится. Смотрите, какой он хорошенький. Так, теперь у нас сейчас здесь, девочки, 42 петли. Особенно, видите, кто вот столбик, вот эти вот шайбочки обязательно, да? И нос тоже. Все на таких шайбочках крепится, чтобы дети не проглотили еще что-то, не дай бог. Проглотить это одно, а если попадет не туда, куда надо, в какую-то глотку, да, это страшно. Так, вяжем 7 рядов без изменений назад. И потом с вами здесь увидимся. Ой, я уже его люблю. Итак, девочки, смотрите, провязала я эти 7 рядов. Так она выглядит. Ежик. Смотрите, знаете что? Вот вам новая схема ежика. Представляете? Еще чуть больше сделать прибавок. Нет. Блин, сразу идея родилась. Девочки, вот вам схема ежика. Морда. Морда его. Только сюда надо взять, знаете, какую пряжу? Которая такими, как пупырышками такими. Вязать ее спицами. И получается отсюда вот такой увеличенный ежик. Потом закрывать и такие простые лапки ему.
И все. Короче, ладно, не будем отходить от темы. Вот, теперь мы смотрим обязательно, да? Идем сюда, вниз, 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 вниз. И где-то здесь вот эту часть делим напополам. И у кого сустав, мы его вставляем. Перед тем, как сустав этот закрепить, да, обязательно посмотрите, девочки, правильно ли голова сидит. Иначе потом вы все снять не сможете. У меня один раз такое было, что мне пришлось полностью весь этот сустав, блин, резать. Так. Я вот не знаю, мне кажется, что мне нужно его немножко сдвинуть туда, на одну петельку. Мне так кажется. В той кошке я прям сразу, с первого раза попала. Ну, подождите, я посмотрю. А то я не могу так под видео. Да, вот правильно я сдвинула. Вот так, короче, я сделаю, девочки. Смотрим сюда. Вон он, этот сустав. Ложу вот такую шайбу. И у меня есть вот такое крепление, к нему уже идет. И делаем, держим здесь и здесь. Блин. Ничего не хочет. Еще раз. Вот так. Так, видите? Все равно она крутится. Так. Ну все. Теперь мы наполняем. Самое главное наполнить вон ту часть. Вот эту вот. Хорошо ее наполнить. Она сперва будет так выглядеть как-то, ну не очень она будет выглядеть, потому что вы ее набьете, у него будет морда такая круглая какая-то, некрасивая. Это нормально, должно быть так, потому что мы потом будем делать утяжки. И если вы хорошо не набьете вот мордочку, да, и делая утяжки, она будет маленькая. А когда вы хорошо ваты напьете, чтобы он круглый был, и будем делать утяжки, у него мордочка будет прям делиться так красиво. Так, короче, мы сейчас что делаем? Мы сейчас будем убавлять голову. Начинаем мы убавки головы с 5 столбиков убавкой так 6 раз. И потом без конца убавляем, убавляем, убавляем. Просто закрываем. Первый ряд 5 столбиков убавка 6 раз. Потом 4 столбика убавка 6 раз. И так далее, пока мы все не закроем. Девочки, поменяйте, пожалуйста, в конце крючок с 5 на 4, чтобы потом вот эти вот голова, потому чтобы очень красиво закрывалась. Смотрите, я меняю крючок всегда, да, чтобы не было дырок здесь. Вот видно же, да, что здесь крупная вязка, а здесь резко идет мелкая вязка, вот эта часть. Но зато она очень красиво закрыта, без всякой, хотела сказать, порнографии. Никто не слышал? Вот. И когда останутся здесь пару петелек, также цыганской иголкой затягиваете и все. Окей? И в течение, когда вот вы это все делаете, пожалуйста, не забывайте заполнять ватой, да? Так что, девочки, закрываем это дело. Ушки здесь тоже можно было бы вязать. Я хочу вам это тоже сказать. Ушки, в принципе, кто хочет, может в этих 7 рядах просто приложить и вязать. Но, девчат, они будут лежать. Если вы их вяжете, они не будут стоять. Они будут лежать. И у них уши будут, как у моего Яши. Скоттиш фольд называется. Вислоухие. Но я хочу, чтобы у него стояли так же, как у той. Поэтому их нужно будет пришивать. Красота. Ой, как мне нравится, девочки. Так, время уже 1 час ночи. А у меня не в одном глазу. Так, давайте закрываем. С 5 столбиков убавка, 6 раз начинаем и так далее. Да? Набиваем полностью ваты, потом здесь увидимся. Итак, девочки, смотрите, что у меня получилось. Так он выглядит впереди. Так сбоку. Так сзади. Так, теперь мы будем делать утяжечки. Для этого у меня есть игла 18 сантиметров. Нить беру черную, нить такая ирис, что ли она называется. Она, знаете, такая, девочки, плотная, джинсовая такая. Непонятно, я не знаю, как она называется. Я в Турции покупала, когда была в Турции, наверное, года 2 назад. Вот. Будем делать утяжки, мордашку красивой. Внизу здесь под носиком найдите где-нибудь золотую серединочку.
и сделайте узелок. Он потом внутри там у вас исчезнет. Ну, пару стежков просто и все. Так, потом отсюда я иду в один глаз, снизу глаза. Оттягиваю. Иду тут же, только одну петельку в сторону. И опять в ротик. Так, утягиваем. Вот так. Ой ты, господи. Вы видите разницу, да? Так, держим пальцем. И идем опять отсюда в этот глаз. Теперь также держим отсюда опять в ротик. Знаете, вот так вот ватой немного захватываете снутри, да? Чтобы щечки пустые не были. Так, теперь утягиваем так, чтобы оно было симметрично тому. Чтобы не смотрел один глаз на вас, другой на Кавказ. Так. Ой, ты, господи, какой он уже красивый, девочки. Мне уже нравится. Какое наслаждение получает того, когда они начинают оживать. Я не знаю. Самое главное, чтобы они одинаково были, да? Вот так вот тянуть. Я думаю, так одинаково. Держим двумя руками и делаем узел. Если вдруг один глазик все равно смотрит на Кавказ, то утягиваем еще раз. Эти вот руки, да, загребущие. Блин, гребут, что не надо. Делаем узел. Вот так ее туда. Так. Сейчас, видите, этот внутри сидит, а этот нет. Утягиваем его еще раз. Сюда же заходим. Опять в этот глаз. Ну-ка. И опять назад. Утягиваем так, чтобы он был одинаковый. Ой, ты мой красавчик. Ой, ты, господи. Блин, все спят уже, а меня колбасит от моих игрушек. Так, все, теперь еще раз затягиваем. Узел. В этот раз, я думаю, он у меня получится, чтобы не утягивать. Так, да. Так, теперь мы можем, теперь я пойду в один бровь. В одну бровь. Так, утягиваем. Так, нет, давайте чуть подальше. Сюда. Так. Вот сюда. Ну, мне нравится, если если хотите, вы можете сделать такие реснички. А я люблю почему-то вот такие брови ему. Не знаю почему, у меня все игрушки всегда такие. Они должны быть такие печальки. Ну, нравится мне. Вы можете сделать с улыбочками, а я люблю их такими. Так, потом опять в ротик. Так. Вот так, ему еще пипку вот так наверх. Так, уть. Вот это мне не нравится. Хочу туда под нос петельки эти. Иногда, если не очень хорошо затянешь, они тут так торчат, мне это не нравится. Так, вот эту ложим сюда. Тоже петля. Так, ложим сюда. И здесь мы ее выводим. Вот так. Так. Смотрите, какой милашка.
Как я люблю этим заниматься, девчат. Я бы днем и ночью бы это делала, и я не устаю. Некоторые говорят: Лена, ты по ночам работаешь. Девочки, это не работа. Это наслаждение. Наслаждение. Одни любят машину водить, другие торты стряпать. Хотя некоторые уже из тортов переходят на вязание. А я люблю рожать вот таких детей волосатых. Господи. Так. Ищем одинаковую точку. Девочки, у меня окошко садится, но я уже готова почти. Так. Так. Так, у меня где-то другая была иголка такая цыганская. А, я ее убрала уже, блин. Так, давайте вот последнюю введем сюда, наверное, где-нибудь в бровь. В бровь мы ее введем и сделаем здесь узел. Так. Все. Здесь я, девочки, сделаю там узел и насквозь проткну туда мне на другую иголку. Ой, ты какой-то милашка-то какой, а, получился. Сладенький-то такой. Прям охота его сейчас затюскать здесь. Пупсик масенький. Все, девочки, смотрите, вот ушки. Смотрите, какой он будет красивый. Ну да, и кто хочет, может ушки сделать поменьше, да? Вот. Вот, ну чуть меньше, если кто хочет. Я ему же оставлю такие большие, чтобы он был такой же, как и тот. Ну это будет у меня, пусть они, как они называются, бенгальские кошары, не бенгальские, но я не знаю как. Вот эти вот рыси, вот эти вот лесные. Вот так вот ему пришью. Красавчик будет вот такой. И хвост пришью. И пришью сюда сердечко, девочки. И все. И если я сейчас его доделаю, да, вот ушки вы просто прикладываете, обращайте внимание. Найдите себе один ряд. Вот. Приложили, пришили. На этот же ряд идете дальше. Пришиваете здесь. Вот. Все, короче, иначе я сейчас это войду в транс здесь. И сзади пришиваете вот здесь хвост, если вы его не ввязали, да. Я не знаю, как вы схемы просматриваете. Может, некоторые сперва просматривают, а потом вяжут. Потому что у меня очень часто в моих самых первых схемах, что я очень часто что-то забывала. И хорошо, что девочки понимают и на это нормально реагируют. И в таком вежливом тоне мне это пишут, что там и там забыли, я так и так и так сделала. Ну, я тоже человек, могу забыть, у меня вообще мозги забывчивые. Не буду говорить, какие забывчивые. Так, короче, девчат, давайте мы вот эти уши пришиваем, хвост пришиваем, и я опять сюда выйду на связь. Девочки, смотрите, что у меня получилось. Смотрите, вот оно, это чудо сидит. Вот это до этого чуда. А это я посадила зайку, про которую говорила, чтобы сравнить, да? Вот у меня зайка, она где-то 30 сантиметров. Вот этот вот чудик, не считая ушек, ну тоже где-то вот в этом размере. Но вы знаете, ушки, конечно, можно сделать чуть покороче, да? Вот она делала там 2 ряда, потом связывала вместе. Можно сделать один ряд и связать, но я не знаю, почему мне нравятся вот эти оба именно такие, какие они есть. Да, вот если я сейчас эту зайку уберу, вот, у него голова крутится. Так он в профиле смотрится. Ты такая хорошенькая. Да не все такие. Не знаю, я обалдю. Тяжело мне камеру эту держать. И ручки, ножки тоже все у него движется. Ты в шоке, да? Я тоже. Вот. Девочки. Красивый. Оксан, спасибо тебе большое за такой мастер-класс. Мне очень нравится, буду их вязать. Вот прям вот чудо. Из него можно, девочки, мне кажется, тоже сделать
Ушки поменяйте, что-нибудь другое можно сделать. Медвежонок тоже он красивый будет. Отличная схема для всех. Вот. Для меня это кошара такой, знаете, как рысь ему еще такие эти сделать. Кисточки. Хорошенькие. Спасибо большое всем, что вяжете со мной. Так что легких вам петелек и вперед.